Всех приветствую! Сегодня у нас в работе скутер, по нему будет производиться следующая работа. Скутер будет краситься полностью с заменой цвета. Пластик будет окрашен в 3 цвета, и на выходе нам нужно получить такой же результат, как на фотографиях. И так же, как на фотографии, мы обрежем лобовое стекло и притонируем его. Весь поврежденный пластик мы восстановим при помощи полимера. Есть одно неприятное место, выколот фрагмент, его нужно изготовить и вварить. Скутер мы разобрали и теперь приступаем к работе с пластиком. Вот поврежденная запчасть, в ней не хватает также фрагмента, небольшого кусочка, и для ее восстановления нам нужен донор. И так как пластик АБС, он достаточно распространен, донора найти нам не составило большого труда. Из этого пластика мы вырежем недостающий фрагмент, подгоним его и варим на место. И вот фрагмент на своем месте, уже приварен. Изготовлено ухо и приварено, которое было обломано и утеряно. Все швы обработали фрезой и эксцентриковой машинкой подготовили плоскость для дальнейшей работы. Весь процесс подробно мы не показывали, как мы все это делали, так как на нашем канале есть серия видео о подробной технологии сварки пластика полимером. Там мы рассказываем, как мы все варим, изготавливаем фрагменты, уши, крепления недостающие. Кому интересно, посмотрите. Ссылки на все эти видео я оставлю ниже в описании. По обработанным швам первым слоем мы положили специальный клей для пластика Хенкель. Он намного эластичнее, чем шпаклевка по пластмассе, и крепче. Впоследствии не дает просадок. После чего клей был обработан и доводочным слоем, буквально тоненьким совсем, сверху перетянули уже шпаклевкой по пластику. Деталь подготовлена под грунт. Все пробежали эксцентриком, перетерли всю шпаклевку, которая была нанесена у нас сверху на клей. И мы видим, что в местах сварки нету ни клея, ни шпаклевки. То есть все удалось выпилить в полимере. Плюс еще вот такой вот сварки. В этой области у нас остался небольшой слой шпаклевки, он там минимальный, чисто доводочный. Когда-то пластик был битый, и кто-то делал там ремонт. Пластик не грел, не выставлял его, а просто тупо завалил это все шпаклевкой. Шпаклевки слой был примерно там 4-5 мм. Эту шпаклевку всю мы убрали, погрели пластик, выставили его и доводочным слоем чисто перетянули его сверху. Все запчасти у нас готовы под грунт, развешаны на стойках. Сейчас мы на улице их все обдуем, обеспылим. Теперь все обезжирим и перенесем в грунтовку. Все отгрунтовано. Для запчастей, которые будут краситься в белый цвет, мы использовали белый грунт. Для запчастей, которые будут краситься в синий и серебристый цвет, мы использовали серый грунт. А теперь займемся стеклом. Напомню, что стекло нам нужно обрезать, придать ему другую форму, а после затонировать. Вот изначально наше стекло. Расчерчивали стекло, расклеивали, перебрали много вариантов и остановились на варианте, который отбит по нижнему скотчу. И единогласно решили, что со стеклом такой формы скутер будет смотреться лучше всего. Стекло мы обрезали. Сделали его такой же формы, как на фотографии. Резали при помощи электролобзика. Очень хорошо режется оргстекло. Единственное, что нужно использовать пилку с мелким зубом. Стекло мы будем заливать лаком с обоих сторон. Поэтому сейчас мы будем его подготавливать. Стекло должно быть чуть-чуть притонировано, поэтому в лак мы добавим немного черной базы. Готовить мы будем также при помощи эксцентрика и будем использовать круг P500 абразивностью на сухую, потому что стекло достаточно сильно побито сколами, царапины на нем есть достаточно глубокие, поэтому пройдем на сухую 500 кругом, а после 800 вручную уже доработаем все.
прошли на сухую 500-кой, убрали все такие глубокие царапины, сколы. Теперь все это перебьем 800-кой вручную на воде. Стекло получилось равномерно матовое, кромочки все аккуратные. Убрали сколы, все глубокие царапины. Сейчас закрепим стекло на стойке, обезжирим его и покроем лаком, притонируем. А теперь вернемся к нашему пластику. Все запчасти перетерты, обезжирены и готовы к покраске. Запчасти открашены базой. Следующий этап покрытия лаком. Все покрыли лаком. Сейчас идет процесс сушки. Остался заключительный этап — сборка скутера. Запчасти высохнут, и мы приступим. Скутер собран, вот результат. Данная форма стекла действительно оказалась самая оптимальная и очень хорошо вписалась в сам скутер. Вот такое оно было раньше. И сам скутер, конечно, стал намного веселее, симпатичнее и ярче. Этот элемент мы тоже восстановили. Не хватало вот такого куска. Фрагмент был изготовлен и вварен на место. Поддержите нас подпиской, ставьте лайки, оставляйте комментарии.